В 1950-х годах в СССР, как и во многих других странах, основную массу тракторов составляли машины малой и средней мощности. На наших полях доминировал гусеничный трактор ДТ-54. Надежный и проверенный трактор, хорошо справлявшийся с поставленными задачами. Однако в условиях масштабного освоения целины и необходимости повышения производительности сельского хозяйства возникла потребность в новой технике, более мощной и высокопроизводительной. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами окунемся в историю легендарного трактора Кировец, машины, ставшей символом мощи и надежности целой эпохи. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев придавал особое значение развитию сельского хозяйства и стремился вывести страну в число мировых аграрных лидеров. Одним из ключевых направлений стала программа освоения целинных земель в Казахстане и Сибири, масштабный проект, потребовавший принципиально новой техники. Имеющиеся на тот момент тракторы не соответствовали объему предстоящих работ. Считается, что во время визита в США в 1959 году Хрущев был впечатлен мощными тракторами, которые он увидел на полях и предприятиях компаний John Deere и International Harvester в Айове. Вернувшись в СССР, он поставил задачу разработать отечественный трактор, который не уступал бы американским машинам, а в идеале превосходил их. Так появилась идея К-700 – супертрактора, ставшего впоследствии символом технического прогресса в советском сельском хозяйстве. В 1961 году Совет министров СССР поручил Кировскому заводу в Ленинграде разработать первый в стране колесный трактор 5-го тягового класса. К-700 задумывался как машина двойного назначения – в мирное время для выполнения сельскохозяйственных работ, в военное – в качестве артиллерийского тягача для буксировки тяжелых орудий. Для образца планировалось закупить американский трактор John Deere 8010, но из-за политических ограничений сделать этого не удалось. В итоге конструкторы нашли альтернативное решение. В Швеции был приобретен канадский трактор Wagner WA-14, который и послужил основой для разработки отечественной машины. Проект реализовывался в сжатые сроки. Уже в январе 1962 года техническое задание было утверждено. К маю завершены рабочие чертежи, а 13 июля того же года с завода вышел первый опытный образец К-700. Высокий темп работ стал серьезным достижением советских инженеров и закрепил за кировцем репутацию символа технического прорыва в отечественном тракторостроении. К-700 оснащался 8-цилиндровым дизельным двигателем ЕМЗ-238НБ мощностью 220 лошадиных сил. Для сравнения, тот же гусеничный ДТ-54 имел всего 54 лошадиные силы. Такая мощность позволяла К-700 тянуть 8-корпусный плуг при глубине вспашки 25-30 см при скорости до 10 км в час. Масса машины составляла 11 тонн. Механическая коробка передач имела 16 скоростей и позволяла развивать скорость до 33 км в час. Кировец имел колеса с широкопрофильными шинами низкого давления, специально разработанными для работы в сельском хозяйстве. Они снижали удельное давление на почву и улучшали проходимость. Передний мост крепился на рессорах и обеспечивал амортизацию. Задний устанавливался на полураме, что повышало устойчивость машины. Гидравлическая система с насосом производительностью до 90 литров в минуту позволяла эффективно работать с широкозахватными орудиями, культиваторами, тяжелыми боронами и другими сельхозагрегатами. Благодаря этим характеристикам К-700 оказался особенно эффективным на целинных землях, где менее мощная техника не справлялась. Размеры К-700. Длина 7 метров, ширина 2,8 метра, высота до 3,7 метров, дорожный просвет 440 мм. Масса в зависимости от версии от 11 до 12,8 тонн. Со временем на базе К-700 была разработана серия модернизированных моделей. К-700А получил двигатель ЕМЗ-238НДЗ мощностью 235 лошадиных сил, а К-701 более мощный 12-цилиндровый ЕМЗ-240Б на 300 лошадиных сил. Обе машины стали логичным развитием базовой конструкции и сохраняли до 80% унифицированных узлов и деталей. Для промышленных применений был создан К-703, вариант с реверсивным постом управления, позволявшим оператору работать в обоих направлениях движения без разворота машины. Среди конструктивных доработок следует отметить замену рессорной подвески на жесткое крепление моста, что повысило надежность в тяжелых условиях эксплуатации. Кроме того, были установлены два боковых топливных бака, совмещенных с крыльями. Это улучшило распределение массы и упростило обслуживание. Универсальность К-700 позволила использовать его как базу для создания множества специализированных машин, предназначенных для самых разных отраслей. На его шасси были разработаны лесоштабелер ЛТ-163, трелевочная машина МЛ-56, грейдозер ЛБ-30, фронтальный погрузчик ПФ-1, универсальная дорожная машина ДМ-15, траншея-копатель, применявшийся в мелиорации и другие.
Эти машины успешно работали на строительных площадках, в лесозаготовке, на разработке карьеров и в системе мелиоративных работ, продемонстрировав, что Кировец – это не только сельское хозяйство, но и важный элемент производственной инфраструктуры страны. К началу 2000-х годов Кировский завод выпустил около 600 тысяч тракторов семейства Кировец всех модификаций. Серийное производство К-700 было завершено в 2002 году. К тому времени модель устарела морально и технически, уступив место новым разработкам. Тем не менее, многие кировцы до сих пор продолжают работать на полях, фермах и строительных площадках. Для механизаторов характерный звук турбины этого трактора остается узнаваемым как голос надежного помощника, который десятилетиями служил в освоении целины на дорожных работах и при сборе урожая. К-700 стал больше, чем просто трактор. Это инженерный символ своего времени. Машина, занявшая особое место в истории отечественного сельского хозяйства и промышленности. Всегда приятно видеть Кировец в деле. На этом на сегодня все. Если понравилось, подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайки. Впереди еще много интересного. Счастья, радости, любви. Пока.